Всем добрый день, дорогие зрители! Как всегда, рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Олеся. Время ароматных и яблочных пирогов наступило. Давайте приготовим. Приготовьте следующие продукты, которые вы сейчас видите на столе. Как всегда, рецепт точный внизу в описании под видео. Берем 2 яйца, добавляем щепотку соли для баланса вкуса и слегка взбиваем яйца. Как только слегка все соединилось, всыпаем постепенно сахар, продолжая взбивать. У меня сахара 180 грамм, можно в зависимости от вкуса яблок брать 150-180 грамм. Также по вкусу, по желанию добавляем ванильный сахар, у меня один пакетик 10 грамм. Продолжаем все взбивать до увеличения массы в объеме и побеления. Добавляем 200 грамм сметаны, у меня жирностью 20%, и вливаем растительное масло 100 миллилитров. Слегка все перемешиваем уже на низких оборотах миксера. И добавляем просеянную муку вместе с разрыхлителем. Муки 250 грамм, 6 грамм разрыхлителя. Все также перемешиваем уже на низком обороте миксера до гладкости. Слишком долго это не делаем, чтобы тесто не затянулось и не стало жестким. Это тесто вообще отличное на любые ягодные, яблочные, фруктовые пироги. Оно не сухое, как в классической шарлотке, а очень вкусное, сочное. Поэтому воспользуйтесь этим рецептом также для приготовления пирогов с любыми ягодами и фруктами. Проходимся силиконовой лопаткой по бортикам и по дну, чтобы не осталось непромешанного теста. Яблок у меня примерно здесь 1 килограмм в неочищенном виде. Чистим яблоки и нарезаем небольшим кубиком. Яблок должно быть достаточно много. Фактически столько же или даже чуть больше, чем тесто. Яблоки я посыпаю корицей, где-то 1,5 чайной ложечки. Это если любите. Если не любите, можете совсем слегка щепотку корицы добавить или вообще не добавлять. И здесь еще самое важное, это темный ароматный ром. 2-3 столовые ложки, прям так обильно поливаем ароматным ромом. Это фишка этого пирога. Просто вы попробуйте один раз, не пожалеете. Обычно, как вы знаете, мои постоянные зрители, я люблю добавлять ром в пироги со сливами. Это тоже придает незабываемый аромат и нотку. И вот решила сделать так с яблоками. Мне так понравилось, что делюсь этим рецептом с вами. Добавляем нарезанные яблоки с ромом и корицей в тесто. Советую сделать именно так, не выкладывать яблоки в форму, заливать тестом, а именно перемешать нарезанные яблочки с тестом. Посмотрите, теста очень мало, яблок очень много. Разравниваем, пытаемся как-то так яблоки покрыть тестом. Форма у меня ничем не смазана, просто застелена пекарской бумагой. И отправляем пирог в разогретую на 180 градусов духовку. Пирог выпекается в среднем от 45 до 50 минут, в зависимости от вашей духовки. Ну, проверьте еще на сухую палочку. Попробуйте именно в том участке, где нет яблочка. Перекладываю пирог горячий на решетку, даю ему слегка остыть и посыпаю, слегка подпыляю сахарной пудрой. Это не обязательно, просто так, такой завершающий штрих. Пирог получается восхитительно ароматный, очень нежный, много яблок, мало теста, не черствеющий. Просто прекрасный вариант для домашнего осеннего теплого чаепития, когда за окном дождик, а на столе у вас ароматный яблочный пирог. Готовьте с удовольствием. Надеюсь, вам тоже понравится такой замечательный рецепт. Пишите свои отзывы внизу в комментариях. И до скорой встречи в следующем видео.